Так, я вышла, и куда я иду? Наши первые 2 выпуска были сняты в Армении, однако большая часть нашей работы все еще происходит в России, поэтому этот выпуск мы решили полностью посвятить работе нашей команды в Москве. Сейчас мы находимся на станции метро Электрозаводская. Она названа так не случайно. Здесь действительно находится электрозавод. В СССР там производили лампы накаливания, а сейчас это место привлекает недорогой стоимостью аренды всякие конторы, в том числе и нас. Там находится наш офис, склад, экспериментальный цех. Туда-то мы сейчас и направимся. Я в Москве всего 2 недели, с тех пор, как переехала в Ереван. И интересно, конечно, непривычно поработать в офисе со своими коллегами, как раньше. Сейчас в Москве по сравнению с Ереваном очень холодно, очень просторно, большие пространства. Приходится много ездить на метро, на общественном транспорте и ходить пешком. И мне это все даже нравится и приятно вообще это делать, хотя погода довольно пасмурная и мрачная. Вот. Ну, в общем, мне нравится какое-то время провести здесь. Ну и потом, если вдруг в течение дня ты подумаешь, что что-то можно еще добавить, или что-то еще можно будет еще добавить. Вот. Блин, так сложно. Ну ты главное начни. Моя работа заключается в том, что я отвечаю за производство вещей. Преимущественно трикотаж. Худи, футболки, весь пошив на мне. Заказываю ткани, отправляю, размещаю на производство, на пошив, закупаю какие-то расходники. Смотрите, мой рабочий день начинается примерно с того, что я наливаю себе чайку и начинаю на листочек выписывать, кого я сегодня буду мучить. Что значит мучить? Смотрите, производство дело непростое. Это сравнимо, наверное, с каким-нибудь видом спорта, что ли. В Волчке у нас довольно сплоченный и дружный коллектив. Поскольку у меня очень много своих задач, я особо, если честно, не понимаю, кто чем занимается до сих пор. Допустим, Алла у нас бухгалтер. На нее смотришь, она всегда супер занятая и супер продуктивная. Такое ощущение, что она параллельно кучу дел каких-то делает. Антон у нас менеджерит склад, принимает поставки, которые мы ему обеспечиваем, собирает оптовые заказы, и как-то так работает в табличках в складских. По большей части коммуникация у меня идет с Юльком, это наш дизайнер одежды, и с Полей. Она сидит прям рядом со мной, тоже менеджер производства, как и я, только она по более сложным вещам. И обычно я дожидаюсь Полика, она приходит, мы идем с ней курить, начинаем обсуждать, какие все плохие, кто нам навредил, то есть кто плохой, кто хороший, что-то как у кого. Блин, пипец, вчера здание вы сняли с этими шарфами, проводил расследование, чуть ли не так. Никак, он говорит, я все отцентровывал, как на предыдущих макетах. Еще меня задушил этот чел с кольцом, с нового производства.
там менеджер просто какой-то жесткий. Ну что там 3D, давайте запускай, давай. Это я такой, ну чел, подожди. Привет, меня зовут Полина, я менеджер производства в Волчке. Это довольно сложная работа. Я и мой дорогой производственный отдел, мы только все время ругаемся с кем-то по телефону. Вот, и поэтому основная наша работа, походу, это ругаться. Как оказалось, с этой работой могут справиться далеко не все. Перед тем, как к нам пришел Артем, у нас была такая текучка кадров на должность второго менеджера производства, потому что реально, чуваки говорили, извините, я так больше не могу. И не потому, что у нас как-то тяжело работать, потому что это, в принципе, должность такой предполагает. Вот, и вообще общаться с людьми тяжело, со всеми. Вообще я очень люблю наш производственный отдел. Это Тёма и Юля, это мои самые лучшие друзья. Нет, я со всеми дружу, но это реально мои самые лучшие друзья. И вообще это очень круто, потому что все, на самом деле, мои коллеги, мои друзья. И я как бы и прихожу и поработать, и потусоваться с друзьями, и я реально не устаю от них. То есть я хочу, чтобы мы проводили еще время после работы, и все выходные, и ходили друг к другу в гости. Я их всегда реально рада видеть, и они лучшие. О, это Виталик из Принтмафии пришел. Привет, Виталик! Здорово! Мы идем в Принтмафию, это мастерская шелкографии. У нас конкретно там сейчас ничего не лежит в заказах, но я периодически захожу к ребятам. Сейчас я просто хочу их предупредить, что у нас скоро ожидается, нормально заказы, узнать, как у них со временем и все такое. И познакомлю вас с ними. У нас в духе офиса будет блог Корпоративный. типа там. Наверное, мне скорее проще не про себя, а про ребят будет рассказать. Каждый, понимая свои задачи, он прям вообще ни разу не сидит на жопе, ожидая, что что-то там должно случиться. Просто все с утра приходят, все знают, что им нужно делать, все делают, никто ничего не откладывает на завтра. В этом плане у нас прям вообще офигенная команда. Я, наверное, нигде вообще такого не встречал в каких-нибудь других компаниях. Поленчес — это просто вообще... Я бы не хотел ей переходить дорогу вообще никогда. Я видел, как она каких-нибудь там курьеров и т.д., если кто-то тупит. Прям не дай бог вообще. Реально, просто миллион доставок, и ты просто на первый этаж, на четвертый, на первый, на четвертый, на первый, на четвертый, и уже язык сломал, что да, третья проходная, подойдите к посту охраны, я сейчас спущусь. Конкретно у меня возникают некоторые такие социокультурные проблемы, потому что я маленького роста и выгляжу на 13. Есть как бы два пути у этого. Либо все умиляются, говорят, какая она лапуська, и очень классно с нами общаются из-за того, что я милашка. И такие, как с вами приятно работать. Ой-ой-ой, а некоторые, они немного иджистые, и такие, какая-то пигалица пришла, что-то хочет, и начинают общаться просто со мной так, как будто мне реально даже не 13, а 5. Я это сразу чувствую и пытаюсь задавить своим авторитетом, и хочу сказать, что получается, потому что я вообще-то довольно много знаю. Жалко, конечно, что сейчас все поразъехались. Год назад у нас был вообще безумно крутой корпоратив, когда прям ребята из других магазинов, из других городов, мы все собрались здесь в Москве. Я скучаю по корпоративам. Да, мы давно не собирались все вместе. Раньше это было традицией, что на Новый год или на ДР, который в мае, приезжали ребята из Питера, из Казани. И мы вместе тусили, а потом ребята уезжали.
А Алла у нас это супер-мега-мозг. Она прям, типа, в Википедии отдыхает просто. Все, что касается наших делишек, прям, типа, любой вопрос, где-то буквально через 2 секунды ты получишь прям офигенно четкий ответ. Всем привет, меня зовут Алла. Я работаю в Волчке бухгалтером. Вот я сейчас буду заниматься своей работой параллельно и рассказывать. Работа супер разная, и несмотря на то, что я фактически бухгалтер, я также принимаю участие, допустим, в производственных обсуждениях, могу совершенно спокойно сказать, что там мне не нравится этот принт, или что-то предложить сделать, и ко мне прислушиваются, это круто. Да, я рассказываю про свою работу. Не знаю, я в работе считаю себя жесткой душнилой и занудой периодически, ну, просто потому что я такой человек. Я люблю, чтобы все было четко, по полочкам. И в этом я очень понимаю Васю, потому что он также иногда душнит из-за чего-то. И когда я вижу какие-то косяки, меня это очень сильно раздражает. Я не знаю, как с этим бороться, но я иногда думаю, что, боже мой, ну как же так можно жить? У нас раньше был типа отдельный офис, отдельно здесь склад производства. После переезда ребят мы съехались все в одно помещение. Я почему-то из-за этого очень сильно нервничала, наверное, просто потому что перемены и все такое, и я ненавижу переезды, и это каждый раз стрессово, но на самом деле это будто пошло на пользу. Мы стали больше общаться с ребятами, которые работают на складе, потому что раньше, ну, лично я, например, очень редко сюда спускалась. Сейчас мы постоянно общаемся, соответственно, ну, они видят, как я работаю, я вижу, как они работают, мы больше понимаем о работе друг друга. Я Саша, я работаю в Волчке уже примерно 2 года. И я в основном занимаюсь такой типа деятельностью, делаю свечки, ну это моя такая основная профессия, если можно назвать профессией. Я типа делаю свечки, всякие бетонные штуки, к примеру, панелик, все вот свечи, как конус, блок дорожный. В принципе, да, вот такими какими-то делами занимаюсь. Каждый человек, каждый сотрудник у него очень много дел, и он, короче, всегда в запаре. И когда мне Вася такой говорит, ну, попроси помощи, там, пусть они тебе помогут, и я просто такой подхожу, смотрю на них, и они просто, вот, как, наверное, видела фотку, где там чел сидит, у него телефонная трубка, тут ручка, тут блокнотик, и вот так вот они просто каждый. И я такой, ладно, сам сделаю. Просто это можно, в принципе, про всех сказать, прям вот, что в магазине ребята. Помимо того, что они работают в Волчке, а у них еще есть какая-то своя деятельность отдельная. Вот Алла там играет в группе, дальше Ваня, вот, по-моему, тоже он играет. Вася, у него там 300 миллионов всяких проектов. Ну, вот для меня это тоже была крутая мотивация, что надо так же фигачить, надо никогда не оставаться, не жалеть себя. Антон у нас теперь отвечает за скейтерскую музыку. Ты хочешь поностальгировать по 2005-му. Прям то, что надо. Не, серьезно, 6 коробок. Такого еще не было в моей памяти. Всем привет. Меня зовут Антон. Я сотрудник склада Волчка. В Москву я перебрался недавно, буквально 3 месяца назад. Искал работу. Собственно, я пришел на собеседование. Был я, еще один мой конкурент. И мои замечательные коллеги, с которыми я сейчас работаю, меня не взяли. Вот такие прекрасные люди, да. Я не подошел. Взяли другого человека. Но, скажем так, судьба. И, в общем, я здесь. Если рассказать, чем я занимаюсь вкратце, то в принципе, все в некотором роде просто. То есть с производственных площадок к нам сюда поступают готовые изделия. Это наш склад. Здесь ячейки с продукцией. Мы все это инвентаризируем, раскладываем по полочкам, где у нас специальное оформление, то есть чтобы было понятно, где что лежит. Ну, в общем, слежу за складом. Это если вкратце так. По поводу коллег. Так как в Волчке я недавно, все ребята, с которыми я здесь работаю, разумеется, замечательные, всегда все подскажут. Всегда помогут. Артем — это мой крестный отец,
который мне очень много все подсказал и помог. Ваня также всегда помогает. Полина, Алла, Юля. Все ребята очень хорошие, всегда придут на помощь. Так, рабочий процесс, когда ты, конечно, новичок, тебе сложно во все вникнуть, все запомнить, постоянно приходится переспрашивать, дергать всех. Но постепенно, вот как бы я уже почти неполные 2 месяца, процесс уже погрузился более-менее глубоко. Ну, что могу сказать? Самое, наверное, тяжелое, это когда приходит какая-нибудь большая поставка, которую надо ехать на грузовом лифте встречать. Мы пришли в белый зал. Это такое пространство на флаконе, в котором мы часто снимаем, когда на улице холодно. А на улице сейчас уже начинается холода, и снимать на улице я ненавижу, потому что холодно, морозит людей, не люблю бегать по улице. Поэтому мы часто приходим сюда. Немножко, конечно, заезженное место, но поначалу, в 2020 году, это было очень модное место для тиктокеров. Тут очень хорошие белые стены, можно снимать какой-то контент, какие-то рилс, тиктоки те же самые. Я Настя. Это все, что я могу сказать про себя. Я очень люблю кинематограф, еще пишу музыку. Вот, а в «Волчке» я работаю с 2016 года, то есть, получается, в этом году уже будет 7 лет. И за эти годы у меня было много должностей разных. Вот, на данный момент я контент-креатор и работаю с соцсетями московского магазина. Вообще люблю творчество во всех его проявлениях, поэтому мне близка эта работа, мне нравится этим заниматься. Вот, помимо этого я занимаюсь переводами, то есть я перевожу субтитры, подкасты, какие-то другие материалы по необходимости. Вот, например, переводила комикс наш. Работа мне очень нравится. Вообще, я очень люблю это делать, потому что я люблю снимать на телефон, люблю снимать фото, видео. И поэтому я как-то в это очень сильно вкладываюсь и всегда ищу какие-то новые приемчики, пытаюсь делать разнообразный контент и подглядываю какие-то фишки, может быть, у иностранных блогеров, что-то такое. Еще до недавнего времени я вела ТикТок, но сейчас тоже продолжаю снимать ролики, но их выкладывает в сеть уже Влад в Армении. Мне нравится еще в этой работе то, что я общаюсь с людьми, я знакомлюсь с новыми ребятами. Вот. Если я с ними выстраиваю какое-то хорошее общение, то это мне приносит очень много положительных эмоций. Вот. Но это практически всегда происходит, потому что я люблю всех наших моделей, всех ребят, вообще все, что у нас получается. И еще мне очень нравится, когда им это нравится, то есть когда они говорят, что типа, о, классно, классно, там мне понравилось, что мы сделали, ой, мне прям, не знаю, как бальзам на душу. И еще мне нравится, когда мне говорят люди какие-то такие замечания, типа, вот, благодаря тебе я теперь ношу кепки, мне типа до этого не нравилось, как на мне кепки сидят, а ты, блин, типа, классно сфоткал, мне понравилось, это вообще дорого стоит.
Ну, за время, что мы работаем вот так на расстоянии между Ереваном и Москвой, стало понятно, что надо чаще созваниваться и вообще стараться чаще как-то взаимодействовать, потому что это сильно сказывается на какой-то атмосфере внутри команды, и немного растет пропасть между этими двумя департаментами. Не очень люблю разговор по Zoom. Я не люблю разговаривать с человеком на экране. Вот с глаз на глаз нормально, а вот эти все технологии нет, спасибо. Ну, короче, все поняли, как работать в таких условиях, и стало попроще. Созваниваемся вообще все, со всех магазинов ребят подключаются, и мы просто делимся новостями. Но единственное, Вась попросил делиться только позитивными новостями, вот. Ну, типа пятница, все такое. И я сейчас разрываюсь между тем, что делать вечером. Выпить или сесть за руль. И я думаю, бэм, куда я попал? Мне нравится ощущение, что это как такая большая семья. Мы относимся друг к другу как к родным людям, и отношения довольно теплые, в общем. Полик вообще душечка, она всегда выслушает, но ее бывает выслушивать тяжеловато. Полик очень общительная. Она любит начинать разговор, как началось сотворение мира, и потом плавно переходит в тему, которой непосредственно мы касались. И иногда я реально думаю, что мы живем в сериале «Офис», и вообще у нас очень все время довольно смешно все и абсурдно. Но это, кстати, к слову того, что я реально, мне кажется, в хорошем смысле живу на работе, и столько всего крутого, типа даже не касательно самого рабочего процесса, все время тут происходит. Мы реально как будто круглосуточно вместе. Все. Именно в волчке, как будто ты занимаешься не работой, а каким-то общим делом со своими там друзьями, приятелями. Конец. Нормальный итог. Вик. Что ты туда смотришь, как будто там что-то другое происходит? Ну ладно, пойдем запишем. Да, не лучший день для съемки. Мы идем на обед. Загадка какая-то. Я знаю, что ты это посмотришь, я ненавижу тебя. Блин, ну короче, в общем, короче. Надеюсь, сериал покажут по Netflix. 50 лет издадим DVD, каждый гонорар по миллиону. Блин, жалко, вчера не получилось. Ладно, так, походу, чай пошли все. Давай начнем с того, что типа я вот просто ну вот эта штучка. Я Настя. Нет, это очень плохо. Вот за это время у меня было много разных должностей. Вот на данный момент ну можно без «вот» сейчас. Я стесняюсь. У меня какая-то боязнь социальная, боязнь камеры. Я могу говорить какую-нибудь хуйню. Ариша, говорит, что это твой дом. Это мой дом. Ты тут живешь, тебе уже организовали душ. Я сейчас кого-нибудь убью. Ты играешь роль, а не играй роль, играй себя. А твоя работа в чем заключается вообще? Хватит ржать, реально. Я не могу. Круто, в следующий раз позови меня с собой в грузовой лифт, пожалуйста.